1 декабря в аэропорту Домодедово задержан Андрей Дейнеко по обвинению в нанесении вреда здоровью средней тяжести гражданину Мезвришвили Кобе. Кто такой Андрей и за что его задержали? Андрей Дейнеко – создатель и ведущий проекта «Смертельно опасно», который на протяжении более полугода разоблачает серые схемы ритуального бизнеса, рассказывает и показывает, как наживаются ритуальщики на горе людей. За достаточно короткий промежуток времени громко о себе заявил: закрыл незаконную свалку мусора, торговые точки на территории кладбищ, зафиксировал передачу взятки, показал черную бухгалтерию и кто ее ведет на одном из крупнейших кладбищ Москвы. В одном из последних расследований он снимал на территории Николо-Архангельского кладбища, где он якобы и нанес удар заместителю директора по благоустройству Мезвришвили Кобе Махаровичу. Мезвришвили Коба Махарович, 54 года, уроженец Грузии, проживающий в Семирокорске Ростовской области, с приходом к управлению ритуального бизнеса братьев Мазараки из Ставрополья. Совместно с огромным количеством земляков перебрался в Подмосковье и начал заниматься ритуальным бизнесом. Как оказалось, это система. До этого занимался строительным бизнесом и смежными с ним направлениями. Именно он утверждает, что Андрей нанес ему удар в область груди. Сегодня в 8 утра Андрея забрали в отделение полиции на дознание. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью легкой тяжести Мирзашвили Кобе Макаровичу. Сравним видео и показания Кобы. В тот момент, когда неизвестный мужчина повернулся ко мне спиной и направился к дверному проему, а я в этот момент стоял сзади него, он резко повернулся ко мне и неожиданно для меня нанес один удар кулаком своей правой руки в область моей груди слева. От данного удара я почувствовал сильную физическую боль и согнулся, а также почувствовал затруднение в дыхании. Далее неизвестный мужчина, стоя в дверном проеме, повернувшись ко мне, продолжая вести себя агрессивно и высказывая нелестные слова в адрес руководства, вышел на улицу. В этот момент один из охранников ГУП охраны Росгвардии закрыл за ним дверь. В связи с обостренной обстановкой и во избежании дальнейшего конфликта, так как я предположил, что конфликт еще не исчерпан и неизвестные мне люди могут продолжить его на территории уже кладбища, я вынужден был, несмотря на физическую боль, достойно выглядеть перед посетителями кладбища. Душераздирающая история. Теперь разберем факты. Удар в тамбуре отсутствует. Момент, где Коба якобы сгибается от удара, отсутствует. Затрудненное дыхание, о котором он говорит, отсутствует. Четко слышны его слова. Речь не сбитая, взволнованная, но ровная. Что это за оскорбление? А вы не... Подождите, вы не любите... Я имею право снимать. Постскриптум. Мы искренне извиняемся перед всеми любителями. Дятлов. Мы вовсе не хотели никого принизить. Еще раз спасибо и приятного вам просмотра. Далее был вызван наряд полиции, который зафиксировал показания обеих сторон. О нанесенном ударе не было сказано ни слова. В материалах дела также отсутствуют такие показания. Рассмотрим дальнейшие действия Кобы. Вечером, после тяжелого удара в грудь, он решил позвонить в парикмахерскую и записаться на стрижку. Вдруг заболит сильнее и не будет возможности постричься. Все логично. На следующий день, 1 октября, обратился за медицинской помощью. Отправляется писать заявление в районном отделении полиции. 2 октября проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая зафиксировала закрытую тупую травму груди, локальный отек и кровоподтек, болевой синдром, функциональные нарушения статики и дыхания, потребовавшие физиотерапевтические процедуры. Причина – ударно-скользящее воздействие тупого твердого предмета. Причинен легкий вред здоровью, кратковременное расстройство здоровья до 21 дня. В физиотерапевтическом отделении поликлиники номер 2 города Реутов назначены 10 процедур в период с 08.10 по 21.10. Посещал ли эти процедуры Коба? Да, был там целых 2 раза. Видимо, получал документы о том, как прекрасно прошел лечение. 21 октября получил заключение, что успешно прошел лечение. Удар зафиксирован. Дело заведено. Лечение пройдено, зафиксировано. Дело носит статус вреда легкой тяжести. А на канале проекта «Смертельно опасно» продолжают выходить видеоролики с расследованиями незаконной деятельности. 2 ноября Коба обращается к кардиологу Монике, который установил признаки ушиба сердца.
17 ноября проходит повторную экспертизу, которая заключает, что несмотря на отсутствие подтверждения диагноза, возможности сравнить результаты анализа крови до удара и после, нельзя исключить диагноз «тупая травма грудной клетки» с ушибом сердца. Фактически диагноз поставлен со слов «жалобу на боль в области сердца», в связи с чем 30 ноября дело переквалифицируют в причинении вреда средней тяжести. На следующий день Андрея задерживают. Коба не появляется на кладбище, там начинают активно ходить слухи, что он уехал к себе в Ростов. На это есть все основания. Оказалось, что у него даже были взяты билеты, но, к сожалению, дело нужно еще усугубить, и Коба ложится в больницу имени Склифосовского. Ему становится очень плохо. Во всяком случае, так утверждается в социальных сетях ГБУ «Ритуал». После 2 месяцев после инцидента начал плохо себя чувствовать и лег в больницу. Посмотрим передвижение Кобы на протяжении 2 недель от 7 декабря, даты размещения поста. Коба действительно был в больнице, но лишь заезжал в нее на пару часов, а не находился на протяжении долгого времени на госпитализации, как написано в посте. Рассмотрим теперь всю ложь для того, чтобы посадить невиновного человека. Удара не было. Показания Кобы – ложь. Показания 3 свидетелей – ложь. Лечение Коба не проходил. Переквалификация из легкой тяжести в среднюю на основании слов. На госпитализации в Склифосовского не находится. Факты, касающиеся Андрея. С 1 декабря находится в СИЗО. Его беременная жена с маленьким сыном в стрессовой ситуации остались без отца и кормильца. Огромное количество СМИ написали и поддержали Андрея. В 30 городах прошли одиночные пикеты в его поддержку. Уверен, что ни у кого из вас не осталось сомнений, что это дело носит заказной характер. Распространите это видео, расскажите своим знакомым. Необходима сильная огласка и общественный резонанс, который поможет не только освободить невиновного человека, но и остановить этот беспредел и наказать заказчиков дела, считающих себя богами.